Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Продолжением марафона показов недели моды в Париже стала презентация предсезонной коллекции бренда Christian Dior Pre-Fall 2026. Пока мы все еще пребывали под впечатлением от нашумевшей предыдущей дебютной работы нового креативного директора, Джонатан Андерсон вновь сумел для нас предложить что-то особенное. Модное шоу, а точнее сказать фотосессию для лукбук, устроили прямо на набережной Сены, где река, старейший во Франции мост Поннёв, да и сама столица стали частью подиума. И Париж здесь не красивая открытка, а полноценный участник действия, полноправный соавтор коллекции. Город, где когда-то творил месье Диор, теперь наблюдает за тем, как Андерсон аккуратно, а иногда дерзко переписывает правила. Казалось бы, ничего сверхнеобычного. Мягкий свет, небо с серыми облаками, каменная набережная. Тихий шум воды, ветер играет с тканями, прохожие становятся случайными свидетелями модного действа. И на этом фоне вдруг появляются они – джинсы, которые ломают все ожидания. Да, именно джинсы, но не те, что вы надеваете по-быстрому, а такие, что заставляют пересмотреть само понятие «повседневная мода». Легкие, текучие, с объемом, будто юбка передумала и стала брюками. Дизайнер будто спросил, а что если деним – это и есть настоящий кутюр? Неожиданно, правда? В комментариях к новой предосенней коллекции сам автор признается, что вместе с командой разработал сверхлегкий, визуально больше похожий на шелк тонкий деним. Но только, со слов модельера, он странный. И это еще мягко сказано. За основу сегодня Джонатан берет привычный силуэт джинсов и добавляет кутюрного объема по бокам. В итоге мы получаем гибрид. Немного юбка, немного брюки палаццо, немного уличный стиль и немного высокая мода. Скажу сразу, есть в этой модной линейке джинсы и в более привычном для нас исполнении с актуальной нынче тенденцией на потертость и словно выгоревшую от солнца ткань. Также, друзья, вы наверняка не упустите из внимания джинсовый монолог с удивительной по красоте вышивкой, добавляющей по задумке дизайнера повседневной одежде изысканности. А все потому, что главной идеей коллекции сегодня объявлено многообразие, множественность, разнородность. Больше нет одной девушки Dior, нет одной правильной героини бренда. Их много. Разных, противоречивых, свободных, разного возраста, характера, настроения. С разным ритмом жизни. Коллекция ничего не навязывает, она предлагает. Не диктует модные правила и аксиомы, а лишь открывает пространство для выбора. Не случайно она получила название «Гардероб для множества персонажей и поводов». Вы сами решаете, кем быть сегодня. Эту тему поддержала цветовая палитра. Рядом с традиционными для марки Dior белым, черным и бежевым тоном теперь появились эффектные вспышки лазурного, искристого желтого, нежный розовый и роскошный оливковый. Все идеально балансирует между уважением к архивному наследию дома моды и желанием перезапустить язык бренда, что-то радикально изменить, трансформировать. Так, героями подиума стали не только джинсы, но и платья с пышными бантами, культовый жакет-бар, который порой был преобразован в элегантное пальто, еще трикотажные кардиганы, напоминающие фрак, наряды с россыпью цветущих бутонов, спортивные толстовки и изящные платья-комбинации, из-под подола которых выглядывал кружевной подъюбник. Каждый выход модели словно задает вопрос: «Вы уверены, что точно знаете, что такое Dior?» При более детальном рассмотрении стильных образов я бы отметила украшения. В гардеробе Dior они выглядят максимально органично. Особенно понравились массивные серьги с четырехлистным клевером, брошь с нитями жемчуга, кольца с очаровательными божьими коровками. Плюс заметная пряжка на ремне, что очень похоже на винтажную. Она, к слову, повторяется и на обуви. Если говорить о трендах, то это гардероб без жестких границ. Вещи легко сочетаются, смешиваются и комбинируются. Деним уверенно заходит на территорию высокой моды. Архивные силуэты не боятся деконструкции. Авангард встречается с повседневностью, и здесь они неожиданно находят общий язык. Отсюда у меня к вам вопрос, друзья. Как бы вы оценили новую коллекцию Dior Pre-Fall 2026 по шкале от «это слишком» до «это гениально»? Пишите в комментариях. Надеюсь, равнодушных сегодня не будет. Приятного просмотра
Всем красоты и солнечного, позитивного настроения!